В Австралии обитают такие животные, которые приносят людям невиданные проблемы, и на их счет уже была объявлена целая война. Это подчеркивает серьезность ситуации с этими созданиями на континенте, и мы сегодня разберемся, как именно они тут оказались и что такого ужасного натворили. Подготовьтесь к уникальному расследованию о том, как одно животное стало одним из наиболее разрушительных инвазивных видов в истории Австралии. Как же все начиналось? Итак, начнем с того, что необходимо узнать, как лисы оказались на австралийской земле. Все произошло еще в 1945 году, когда европейские колонизаторы привезли этих животных в Новый Южный Уэльс. Итак, почему же их завезли? Дело в том, что никакой практической нужды в этом не было. Просто колонисты не хотели расставаться с привычным занятием – охотой, которую они так любили. Члены этих сообществ, оставаясь верными своим традициям, выпустили огромное количество лис в окрестностях Мельбурна. Однако скоро после этого, всего через 20 лет, эти удивительные, но более чем проблемные существа были признаны вредителями в штате Виктория. На сегодняшний день лисы встречаются практически в каждом уголке Австралии. И дело тут не только в их способностях к адаптации. Люди сделали все возможное, чтобы обеспечить этих хищников достатком, завезя сюда кроликов, которые стали великолепной пищей для лис. Проблема заключается в том, что у лис в этом регионе почти нет естественных врагов, что позволило им быстро размножиться. По последним оценкам, сейчас в Австралии обитает около 1,7 миллиона лис. Например, в таких крупных городах, как Мельбурн, плотность этих животных может достигать до 16 особей на 1 квадратный километр. Эта ситуация создает настоящие проблемы для местной экосистемы, поскольку экономический ущерб от этих животных в Австралии ныне составляет ошеломляющие $227,5 миллионов каждый год. Таким образом, лисы заняли свою позицию среди самых опасных инвазивных видов, активно наносящих вред окружающей среде. Лисы представляют собой серьезную угрозу для 14 видов птиц, 48 видов млекопитающих, 12 видов рептилий и 2 видов амфибий. Статистика такова. Практически любое животное, вес которого составляет менее 5,5 килограмма, рассматривается лисами как потенциальная жертва. Ученые подсчитали, что австралийские лисы уничтожают около 300 миллионов местных животных каждый год. Это невероятно, шокирующе, и то, что даже те животные, которые способны взбираться на деревья, как ранее считалось, защищены от атак, на деле становятся жертвами. Оказалось, что лисы тоже способны лазить по деревьям, ища, например, детенышей коал. Такие факты резко меняют представление об экосистеме. Таким образом, выходит, что ни одно животное на континенте не может чувствовать себя в безопасности от этого хищного вида, поскольку лисы проникают повсюду. Однако это еще не все. Лисы также наносят существенный ущерб фермерским угодьям. Ущерб, который они наносят сельскому хозяйству, оценивается в дополнительные $28 миллионов в год. Фермеры, занимающиеся разведением овец, страдают больше всего. Всего за одну ночь одна лиса может убить до 12 ягнят, что является катастрофой для тех, кто занимается этим делом. Все это еще более осложняется тем, что лисы – невероятно умные и хитрые животные. Даже если на определенной ферме удастся уничтожить всех лис, другие, умные лисы смогут понять, что территория свободна, и моментально займут ее, снова создавая проблемы для фермеров. И не забывайте, что лисы известны тем, что убивают впрок, то есть убивают больше жертв, чем им необходимо на обед в данный момент. Они способны уносить небольшие туши в свои норы, чтобы потом покормить своих детенышей. Большинство нападений на фермерские угодья происходят в первые 24 часа жизни жертвы. В этот момент новорожденный ягненок еще плохо ориентируется в пространстве и не имеет надежной защиты от хищников. Поэтому фермеры не могут допустить продолжения такого ужасного сценария и постоянно ищут меры, чтобы остановить действия этих животных. Наиболее распространенный метод – это отстрел,
Однако, как показывает практика, он не всегда оказывается эффективным. Тем не менее, отстрел лис осуществляется почти всеми государственными службами, занимающимися контролем за вредителями, а также землевладельцами и профессиональными охотниками. Важно отметить, что отстрелять лис может только обученный и опытный человек, так как это требует специфических навыков и знаний о том, куда точно стрелять, чтобы животное умерло мгновенно и безболезненно. Часто такие охоты проводятся ночью, причем для поиска животных используются мощные прожекторы. Стрелять можно только в том случае, если охотник полностью уверен, что его выстрел будет смертельным. Ведь лисы — это не только хитрые, но и очень умные существа. Они довольно быстро учатся. То есть, если лиса испугается какого-либо света или шума, она навсегда запомнит это и больше никогда не попадется в похожую ловушку. Кроме этого, власти организуют различные акции, чтобы поощрить охотников и фермеров вдохновиться бороться с лисами. Например, в штате Виктория охотники за год смогли заработать до $1 миллиона, убив более 100 тысяч лис, но все это против стандарта охоты. Тем не менее, по-прежнему существуют клубы традиционной охоты на лис, и это то самое увлечение, из-за которого лисы и были завезены в Австралию. В зимние месяцы члены таких клубов выезжают на лошадях поохотиться на лис. С собой они берут и гончих собак. Но, конечно, у такого метода охоты есть и противники, которые считают это негуманным способом уничтожения лис с помощью собак. Несмотря на призывы остановить это беспощадное увлечение, состоятельные личности все равно продолжают охотиться на животных на своей частной территории, утверждая, что это их право. В свете всех этих проблем фермеры постоянно ищут новые способы борьбы с лисами, и подходы не всегда ограничиваются их уничтожением. Например, теперь появились технологии, пытающиеся испугать лис, чтобы они избегали фермерских угодий. Одним из таких устройств является мигающий фонарь, который отпугивает лис. Считается, что животные, видя свет, думают, что в этом месте находятся люди, а потому стараются держаться подальше. Несмотря на подобные усилия, лисы продолжают наносить ущерб, и иногда к методам борьбы прибегают к похищению этих животных. Впрочем, такой метод требует много времени, усилий и финансовых средств. А вот эффективность в плане сокращения популяции чрезмерно низка. Более того, настоящих профессионалов по отлову животных не так много. Обычно ловушки устанавливают в городских районах и местах, где использование пестицидов и отстрелов не разрешено. Однако даже с ловушками лисы в большей степени остаются под угрозой, так как попадают в них очень подозрительно. Существует также вероятность, что в ловушку попадет какое-то другое, находящееся на грани исчезновения животное. Альтернативой охоте на лис служат попытки устранить их с помощью угарного газа. Но этот метод тоже имеет месть и может показаться слишком жестоким. Угарный газ подходит для устранения локальных проблем. Например, если лисы пребывают на фермерской территории. Такие подходы могут показаться неэтичными или даже негуманными. И все это вызывает множество вопросов о том, как правильно действовать, чтобы прекратить экологическую катастрофу. Тем не менее, ученые проводят эксперименты с тем, что лисы могут ассоциировать тошноту с определенной пищей. Прошедшие испытания с приманками, содержащими специальные вещества, которые вызывают рвоту, показали, что уже после первого расстройства желудка у лис количество взятых приманок снизилось на 30%. Это открытие открывает новые горизонты в борьбе с лисьей агрессией и дает обнадеживающую надежду. Люди используют множество различных методов, чтобы остановить нашествие лис, и, возможно, в будущем они смогут найти более гуманные и эффективные решения, чтобы контролировать численность этого инвазивного вида. На этом мы завершаем и надеемся, что вскоре будут найдены решения для этой проблемы, а австралийская природа и экосистема смогут восстановиться. До скорого!